Представьте себе озеро, вода в котором настолько бирюзовая, что его путают с Карибским побережьем. Только это не Карибы, а это горы на границе Юта и Айдахо. Высота почти 2 километра над уровнем моря. И вода здесь настолько холодная, что даже в разгар лета на глубине она едва дотягивает до 1,5 градусов. Именно сюда 13 июня 2026 года приехал человек, чтобы закрыть последний пункт в своем дайверском резюме. И сейчас мы будем разбирать, почему это безобидное на первый взгляд озеро для отдыха выходного дня стало точкой, где все пошло не по плану. И начнем мы с точки на карте. Берлейк или Медвежье озеро растянулось прямо на границе двух штатов, и большая часть его лежит на территории Юты. Это водоем длиной больше 30 километров с максимальной глубиной около 63 метров. Географически Берлейк расположен на высоте примерно 1800 метров над уровнем моря. Оно славится необычным цветом воды, почти неоновой бирюзой, и причина для этого не какая-то магия, а химия. В воде взвешенные частицы карбоната кальция, и они рассеивают цвет так, что вода выглядит тропической, хотя по факту остается ледяной. Именно контраст между визуальной картинкой курорта и реальной физикой горного водоема расслабляет внимание быстрее, чем следовало, и скрывает внутри себя риски. Восточный берег озера, район под названием Циска-Бич, у дайверов считается визитной карточкой этого места. Здесь дно уходит на глубину до 30 и более метров почти сразу от берега, и именно поэтому сюда едут не новички, а люди, которые хотят потренироваться на настоящей глубине или закрыть сертификационные требования. То есть с самого начала мы говорим о запланированном техническом погружении в довольно красивых, но суровых условиях. Теперь давайте перейдем к погоде. День выдался классический для середины июня, солнечно, воздух прогрелся приблизительно до 23 градусов, ветра почти нет и небо ясное. Идеальный момент для того, чтобы ехать на погружение с оборудованием. Поверхностная температура воды держалась в районе 14 градусов, но на глубине она обычно еще ниже из-за термоклина, слоя резкого перепада температуры. Получается любопытная и по-своему коварная картина. Сверху курортное лето, а на 27 метрах вниз уже почти зимняя температура воды. Именно на этот контраст люди попадаются, недооценивая, насколько по-другому организм ведет себя в холодной толще воды на приличной глубине. И здесь я хочу дополнительно объяснить, почему именно высота озера имеет значение. На первый взгляд кажется, что дайверу должно быть все равно, ныряет он на уровне моря или в горах, но на самом деле разница огромная. Атмосферное давление на высоте 1800 метров заметно ниже, чем на побережье. А это значит, что все таблицы декомпрессии, все стандартные лимиты без декомпрессионного времени, которые дайвер выучил в обычных условиях, здесь работают иначе. Погружение, которое на уровне моря считалось бы условно безопасным по времени, на такой высоте становится значительно рискованнее с точки зрения накопления азота в тканях. Именно поэтому серьезные дайв-компьютеры имеют отдельный режим для высотных погружений. Как я говорил выше, восточный берег озера, район под названием Циска-Бич, в профессиональной среде считается не развлекательным, а именно техническим объектом, куда лучше не приезжать без специальной подготовки и правильно настроенного оборудования. Мужчину, вокруг которого разворачивается вся эта история, звали Грег Джонас. Ему было 56 лет. По характеру максимально позитивный, громкий, заметный в любой компании и искренне интересующийся жизнью других людей человек. В тот день друг семьи по имени Боб Бернем вместе со своей женой заехал за Джонасом, и вместе они поехали на озеро. Грег был в приподнятом настроении, потому что ситуация была особенной. Ему оставалось сделать финальное глубокое погружение, необходимое для получения сертификата мастер-дайвера, одной из самых высоких квалификаций в любительском дайвинге. По приезду к точке сборки
Он начинает погружение в группе вместе с инструктором и другими дайверами на глубину примерно 30 метров, и именно возле Циско-Бич. В какой-то момент инструктор замечает, что что-то идет не так. Джонас перестал реагировать на условные сигналы руками, то есть на стандартный способ общения под водой. Инструктор прерывает спуск и вместе с другими участниками быстро поднимает его на поверхность, где они начинают сердечно-легочную реанимацию. Официальный звонок в службу шерифа поступает в 13:44 по местному времени, и на место практически сразу выдвигаются рейнджеры, сотрудники шерифа и медицинская бригада округа. Учитывая удаленность и характер ситуации, принимается решение эвакуировать пострадавшего санитарным вертолетом в госпиталь. Но, несмотря на все мероприятия на месте и усилия врачей в больнице, спасти его не удалось. У нас нет официального медицинского заключения, и делать выводы о точной причине мы не имеем права. Но зато у нас есть условия, которые в дайверском сообществе принято называть цепочкой факторов риска. Итак, давайте посмотрим. Глубина около 30 метров, и это уже само по себе близко к границе рекреационного дайвинга. Высота озера почти 2 километра, что меняет физику декомпрессии, плюс холодная вода на глубине. И кроме этого, финальное завершающее погружение, где у человека объективно может быть повышенное напряжение и, естественно, желание довести до конца начатое дело. По отдельности каждый из этих пунктов встречается в дайвинге постоянно и совершенно не обязательно приводит к серьезным последствиям. Но когда они складываются вместе, риск начинает работать по принципу снежного кома. Что нам еще важно знать для понимания картины целиком? Гибель во время дайвинга совершенно не редкость в масштабе всей Северной Америки. Ежегодно в США и Канаде фиксируется порядка 80 таких случаев. Чаще всего за ними стоят проблемы с подачей газа, запутывание в снаряжении или окружающей среде и также неисправности оборудования. Но именно для истории с Берлейк ключевая деталь другая. Высотные озера статистически считаются более рискованными, и причина здесь как раз в той физике давления, о которой я уже рассказывал. Да, современные дайв-компьютеры с бородатчиком сами меряют атмосферное давление и на месте автоматически пересчитывают лимиты под высоту. Так что часть проблемы техника уже решает за дайвера. Ну, вот что происходит по факту с самими цифрами. По стандартным таблицам PADI погружение на 30 метров на уровне моря дает лимит бездекомпрессионного времени в районе 20 минут. Но на высоте Берлейк, то есть на 1800 метрах, тот же лимит падает до 12 минут. Высота почти вдвое сокращает время, которое можно провести без риска перебрать азот в тканях. В продолжении этого эпизода хочу вам рассказать про очень интересную статистику. Больше половины всех случаев гибели дайверов приходится именно на людей за 50. Средний возраст погибшего дайвера в 2026 году это 54 года. И это норма для статистики уже. Еще в конце 80-х годов прошлого века дайверы от 50 до 60 лет составляли лишь малую часть таких трагедий, а сегодня их уже больше трети. И почти незаметная цифра, получается, выросла в разы. Целое поколение назад риск снаряжения и глубины был основным, но сегодня это чаще ситуация именно про возраст. И сердце уже обгоняет почти все остальные причины гибели под водой, уступая только утоплению. И здесь стоит остановиться и просто посидеть с этой мыслью. Грегу было 56. Он был в дайвинге достаточно много лет, чтобы дойти до последней ступени, и эти годы сами привели его именно в тот возрастной коридор, где сердце подводит чаще всего. Мне кажется, что этот узел очень крепок. Чем дольше человек идет к вершине своего хобби, тем ближе он подбирается к моменту, когда организм устает держать нагрузку молча. Что с этим делать, каждый решает сам.
Кто-то скажет, чаще проверяйте сердце и точка. Кто-то скажет, что люди слишком поздно признаются себе, что устали. А кто-то вообще не захочет копаться в этой статистике. Напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. И если вы уже имеете подобный сертификат, то сколько вам лет. На этом все. Подписывайтесь на этот канал. Поставьте лайк, если вам понравился этот выпуск. До встречи и пока.